У меня 2-литровая пластиковая бутылка от сладкогазированной воды. Разрежу ее на части. А эта бутылка от того же напитка, но 1,5-литровая. У нее отрежу только верхушку и удалю резьбу. Подровняю края на обеих частях. Это будет основание вазы. Разделю его на 8 частей. Смажу клеем ПВА и приклею нити по намеченным линиям. Вначале приклею только кончик и оставлю подсохнуть. Затем смажу клеем с наружной стороны и начинаю укладывать нити крест-накрест. Оставлю как следует высохнуть. Соединю детали. Смешаю достаточное количество воды с гипсом. Смесь должна быть довольно жидкой, чтобы не схватилась раньше времени. Укреплю соединение с внешней стороны. Добавлю гипс внутрь, положу в основание будущей вазы небольшие камни для утяжеления, чтобы сделать вазу более устойчивой. Когда все высохнет, счищу излишки гипса. Основание вазы выравниваю шпаклевкой. У меня осталось немного шпаклевки по дереву, я использую ее, но подойдет любая. Теперь покрою всю вазу акриловым грунтом. Простым карандашом сделаю узор, нарисую просто завитки, но так, чтобы между ними не было промежутков. Теперь по нарисованным линиям наклею нити, используя клей ПВА. Можно нанести клей и дать ему чуть-чуть подсохнуть, тогда нить сразу схватывается. Я делаю пару завитков, а потом оставляю подсохнуть, чтобы случайно не сбить уже наклеенные.
Вот, все завитки наклеены. Теперь займусь верхним краем. Также смажу клеем и начинаю укладывать. Иду змейкой или плавным зигзагом. Делаю несколько завитков, потом возвращаюсь и смотрю, чтобы все равномерно было уложено. И иду дальше. Наклеиваю примерно треть и оставляю высохнуть, обязательно подправляя предыдущие завитки. Провожу 2 ряда нитью по окружности вазы и даю высохнуть. Когда все высохло, сделаю еще один виток, точно по верхней нити, а не по пластику. Прежде чем идти дальше, оставлю высохнуть и его. А потом продолжу прокладывать нить уже по внутренней части. Сделаю там пару кругов. Кончик нити спрячу внутри. Беру акриловый грунт, разбавляю немного водой, чтобы он не был слишком густым и не замазал рельеф узора. Покрою все нити грунтом, а потом покрашу также разбавленной водой акриловой краской. Сделаю пару слоев. Лучше сделать несколько слоев разбавленной краской, чтобы все нити оставались четкими после высыхания. Наждачной бумагой зачищу следы от кисти. Вырву из салфетки необходимые фрагменты. Я буду клеить клеем ПВА прямо на вазу. Поверхность совсем неровная, поэтому файл здесь никак не поможет. Начинаю с центра фрагмента. Наношу клей вначале только по рисунку. Где-то можно надорвать салфетку, чтобы она лучше ложилась. Вначале я клею только по листочкам, а белая бумага вокруг складывается в складочки. Когда все листочки приклеены, добавлю чуть воды и приглажу складки. Нужно работать очень осторожно, потому что от воды салфетка разрушается. Оставлю высохнуть. Теперь точно так же приклею второй фрагмент с другой стороны.
Можно сделать надрез и внутри салфетки, чтобы она лучше ложилась. Вновь добавлю воды и приглажу. Приклею небольших бабочек, с ними будет все просто. Оставлю все как следует высохнуть. Пока сушатся салфетки, акриловой краской окрашу дно. Теперь покрою лаком. Работаю очень аккуратно, точно по красочным рисункам. Я использую разведенный растворителем алкидный паркетный лак. Он дает желтизну. Такой эффект античности. Когда лак высохнет, стираю неровности, которые образовались между красочными мотивами. Теперь покрываю лаком всю внутреннюю часть. Стараюсь аккуратно прокрасить все пространство между рельефными завитками. Когда лак высохнет, окрашиваю нижнюю и верхнюю части вазы акриловой краской. Теперь добавлю тени. Окрашу темно-зеленой краской, добавлю воды, а потом стираю все мягкой тряпкой. Не беда, если краска попадет на покрытую лаком поверхность. Ее потом легко можно будет оттуда удалить. Чистой тряпкой сотру краску, которая попала на центральную часть. Где необходимо, подкрашу светлой или темной краской. Добавлю немного блеска. Я использую для этого бронзовую краску, вернее ее остатки. Я разрезала уже почти засохший тюбик, возьму краску оттуда. Вы можете использовать краску нормальной консистенции. Главное, чтобы была сухая кисть. Теперь покрою всю вазу тем же лаком. Все, ваза готова.